Приветствую всех на своем канале. Невероятно вкусный и простой рецепт приготовления пусам кимчи. Сладковатый, острый на вкус кимчи прекрасно сочетается с мясом свинины, отваренной с приправами и специями и другим мясным блюдом. Взяла вот такой средненький качан капусты. Он еще молодой, и стебли его еще мягкие и сочные. Разделяю его на отдельные листы, срезаю слегка кончик капусты. Солю крупной солью каждый слой листьев. Затем переворачиваю аккуратно листья и наливаю холодной воды, так чтобы она слегка покрыла листья капусты. Легонько трамбую, чтобы они не потрескались и остались целыми. Ставлю под гнет капусту на несколько часов. Готовлю приправу кимджан для кимчи. Редьку дайкон режу соломкой, но средней толщины. Кладу редьку сразу в большую чашку, где буду замешивать все специи. Солю дайкон и оставлю на 10-15 минут, чтобы он обмяк и отдал сок. Лишний сок сливаю, он нам не нужен. Нарезанный лук репчатый, чеснок, имбирь свежий с небольшим количеством воды измельчаю просто в блендере. Выливаю измельченные овощи в чашку и кладу специи, красный молотый перец, крупного помола желательно, использую для кимчи, сахар тростниковый, кладу зеленый мелко нарезанный лук, мелкие соленые креветки, острый стручковый перец и сливовый сироп. Перемешиваю все и пробую. Мне не хватает немного соли. Приправа должна быть слегка солоноватой, сладковатой и, конечно же, островатой на вкус. Но вы, конечно же, делайте на свой вкус. Капуста стала мягкой и гибкой. Ее я хорошо промываю в проточной холодной воде. Выкладываю по 2 листа. Вот таким образом. Кладу немного приправы и размазываю ее по всей длине. Кладу нарезанную грушу, нарезанную соломкой. Сверху кладу немного приправы и заворачиваю рулетом, прижимая плотненько вот так вот. Затем обмазываю рулетик приправой обильно. И сразу же складываю в подготовленный контейнер для кимчи. Такой пусам кимчи едят через пару дней, а хранится он в холодильнике. А к такому вкусному кимчи приготовлю мясо. Брюшина с прослойкой мяса. Ее я отвариваю со специями, которые заранее приготовила. В глубокую кастрюлю с водой погружаю мясо. Кладу лук зеленый, репчатый лук, яблоко нарезанное, свежий имбирь, чеснок, лавровый лист и черный горошек. Также кладу соевую пасту. Ее я предварительно растворяю через сито. Получится очень вкусный, насыщенный специями бульон. Из него можно варить любые супы. Закрываю крышкой и варю больше часа. Готовлю быстренько салат чиргумча. Это проросшие бобы. Бобы отварила предварительно, слегка подсоленной в воде. Заправляю прожаренным луком с красным перцем. Кладу зеленый лук, чеснок, кориандр молотый, черный перец. Солю по вкусу. И кладу жареные кунжутные семена. Все перемешиваю, и салат готов. Такой салат долго не хранится, и поэтому готовим его прямо перед употреблением. Из мясного бульона варю тенджанцеге или пуктяй по-нашему. Кладу соевую пасту, она у меня приправленная уже специями. Нарезанный лук-порей, кабачки и острый перец стручковый, совсем немного. И сразу же кладу туда же тофу. Готовится тенджанцеге очень быстро. Так же быстро, как и пожарить тофу на растительном масле. Жарю их
с двух сторон до золотистой корочки. Свежий кабачок нарезала кружочками, обваляла в крахмале кукурузном и сразу же обмакнула в яйце. Жарила кабачки на масле с двух сторон. Да, яичную смесь я посолила. Супчик подоспел, и кабачки в это время прожарила. Закуска и первая готова. Режу по сам кимчи. Беру рулет целый и режу на небольшие кусочки. Но получился прямо кимпап кимчи. Вытаскиваю готовое мясо по сам и режу его. Складываю затем на плоское блюдо веером. Ароматнейшее нежное мясо из брюшной части просто обалдение, которое прекрасно сочетается с посам кимчи и другими салатами. Приветствую всех на свой мукбанг. С вами Наталья. Сегодня у меня посам, это свинина, вареная с приправами, брюшина. Кимчи посам, луковый кимчи, салат из проросших соевых бобов, чиркуми и кабачки жареные с тофу. Также корейский супчик тенджанцзэге. И, конечно же, каша. Приятного мне аппетита! Так, посам кушает зеленью с салатом, салатными листьями. Вот так вот. Салатный лист. Берем кусочек мяса, кладем сюда и берем кимчи. О. Так, подворачиваем. Главное не кусать, как пирожки, а полностью засунуть. Тогда чувствуется весь вкус мяса. Так вкуснее. Ну, сделаю сейчас чуть поменьше. Так, мяско. Теперь попробуем с кимчи луковым. Так, положим. Подвернем. И вот это вот все стараемся целиком запихнуть в рот. Как вкусно. Попробуем кабачок. Так, кладем мясо. Сверху
Кимчи по усам. Подворачиваем. Ну, ну ладно, не хочет, нам больше достанется. Пока-пока.